Считаете, что вы там где-то наверху на высоковольтной линии сидите, а внизу там 220 вольт. Что вам связываться? Опуститесь на землю, либо вас не так воспитали. Спасибо. Сейчас давайте рассмотрим этот вопрос. К этому вопросу мы обязательно вернемся. Конечно. Уважаемые члены рабочей группы, приглашенные, значит, что я хочу прокомментировать по услышанному. Что будет в квитанции видеть, что у него прибор учета, какой имеет срок эксплуатации и когда ему необходимо осуществить его поверку. Давайте проголосуем, пожалуйста, за данный вопрос. Пожалуйста, кто за? Против, за единогласно. Уважаемые коллеги, ну на первом вопросе тогда... Я думаю, что... Хорошо. Я думаю, что сдвинется все-таки этот вопрос к городскому королю с мертвой точки. И все-таки электросети теперь, я думаю, еще более прониклись этой проблемой, что все-таки это желание Нижегородаса, это желание Зайцева, это желание общественности, в том числе крупнейших управляющих компаний. И это на самом деле у нас сейчас идет огромное недопонимание. Спасибо. Так точно, так точно, так точно. Так точно. Но, насколько я узнал до этого, я, естественно, спрашивал. Уведомляли? Да, уведомляли. Уведомляли? Да, уведомляли. Уведомить можно по-разному. Ну, видите, но оказывается, кто-то недопонял, кто-то не получил, кто-то не увидел. Кто-то был, может быть, в другом городе. Конечно. А кто-то вообще как не платил за коммунальные услуги, так и не платит, в том числе и за поверку счетчиков. Таких тоже у нас в городе, к сожалению, не к счастью, да, тоже довольно большое количество. В Первомайке, смотрите, последний 1 миллион 12 тысяч есть такое лицо. 1 миллион. Ну и какие даем? Затопление. Владимир Леонидович, сроки какие? Сроки, ну, максимум 7 дней. А сейчас нам могут? Нет, в течение 7 дней я от администрации отправлю требования. Ну, протокол пока подпишем и так далее. В протокол обязательно, Татьяна Львовна, мы вас включим как представителя многоквартирных ассоциаций многоквартирных домов. Вы это все дело посмотрите, прочитаете, то же самое подпишите, и уже, чтобы общественность обязательно присутствовала в нашем протоколе, это безусловно. Ну, сегодня что у нас? Пятница. Ну, до следующей пятницы документ будет готов, я тогда вас приглашу, или где-то увидимся на территории, и мы тогда с вами это все запротоколируем совместно. Всего доброго. Так, переходим, уважаемые коллеги, ко второму вопросу. А из чего, если взял, одна выступила, а 2 человека не выступила, и ушли? Анатолий Владимирович. Вот я просила вас объяснить. Да, я про вас помню, мы обязательно с вами переговорим, я отвечу на ваш вопрос. Я полностью уловил ваш вопрос. Ага, 360 рублей я должна... Как вас зовут?
Александра Ивановна. Да. Александра Ивановна. Александр Иванович. Я пометил Александр Иванович. Владимирова. Александра Ивановна. Александра Проживающая улица Ивановна. Исаева, дом 1А. Ивановна Да, Владимировна. да. И вот вы говорите, что электросеть не обманывает людей, да? Вот коснулась мне женщины. Александра Ивановна, у нас будет вопрос иное, мы рассмотрим. Договорились? Я хочу... дадут вам слово. Разные. Ну ладно, хорошо. Дробушка. Хорошо. А то потом не будут тут это самое, мне понравилось, что я слово не так назвал. Переходим ко второму вопросу, уважаемые коллеги, друзья. Заслушивание докладов управляющей компании «Оржел Комплекс». Все мы понимаем. Да, извините, я перескочил. Значит, обсуждение промежуточных итогов участия управляющей компании товарищ собственников жилья в программе ремонта подъездов 2017. Решение проблемных вопросов. И второй подвопрос здесь же, это формирование плана ремонта подъездов на 2018 год. Ну, на самом деле, в настоящее время в Подмосковье работает программа губернатора, ремонт подъездов в количестве 32 тысяч штук с софинансированием за счет жителей, так она называется. Существует целая программа финансирования в том числе. Значит, городскому округу Королев предписано отремонтировать в этом году 858 подъездов с софинансированием за счет области. Я вам докладываю, значит, 20% финансируется бюджетом городского округа Королев, 30% финансируется бюджетом Московской области и 50% финансируется из внебюджетных источников, то есть с управляющей компанией. То есть в целом, чтобы вы понимали, управляющая компания тратит 50% на практически полноценный ремонт подъезда. Что туда входит? Туда входит ремонт второй группы. Туда входит замена клапанов мусоропроводов, окраска, ремонт потолков, окраска, ремонт стен. Подчеркиваю, что при выборе цветовой гаммы происходит обязательное согласование с советами домов, со старшими подъездов, со старшими домов, то есть с жителями, с общественностью. Цветовая гамма, я имею в виду. Ремонт оконных блоков происходит. Поэтому верните, пожалуйста, обратно. Что нужно сделать, чтобы войти в эту программу? Обязательно нужно провести собрание собственников помещений многоквартирного дома с целью принятия решения по ремонту подъездов, по тем видам, которые необходимо выполнить, и о софинансировании за счет жителей. То есть 5% допускается финансирование в необязательном порядке, то есть до 5%. Это собрание собственников решает. Далее, данные документы передаются в управляющую компанию, и управляющая компания включает данный дом в свой план. При этом управляющая компания, когда заявляется уже в управление ЖКХ, должна собрать не менее 15% от общего количества подъездов. Далее документ направляется в управление ЖКХ вместе с протоколами, и уже управление ЖКХ в взаимодействии с Министерством ЖКХ включает все это в график, отправляет необходимые документы, и процедура, как говорится, завертелась. Вот. Что основное на первом этаже? Про бюджет я сказал, вот на ваших экранах та сумма, да, всего в городском округе Королев планируется освоить порядка 158 миллионов рублей. Я ему Дальше на слайде представлены управляющие компании, которые участвуют в нашем городе в этом году. Это жилкомплекс, жилсервис, МУП ЖКО, группа компаний Техкомсервис. Девушка с желтым ушла. Куда я ушла? Анастасия Ивановна, мы тоже без вас, нам тоже без вас скучно. ООО «Домжилсервис», ООО «Жилэкс-сервис», ООО «Проекс», ООО «Монолит-сервис», ООО «Домжилсервис» и порядка 12, нет, сколько там, 9? Порядка 9 ТСЖ. Вот, на данном слайде представлено выполнение работ на сегодняшний день.
То есть, в принципе, работы активно ведутся, составляются акты. Приемка подъезда осуществляется, безусловно, с участием Совета многоквартирных домов. Татьяна Львовна спуску нам реально не дает. Я ее сейчас не пиарю, не рекламирую, но в Министерстве ЖКХ на уровне правительства проводятся постоянные совещания. Там присутствует вся ассоциация многоквартирных домов Подмосковья. Их там, как говорится, точат им там зубы. И они нам здесь не дают расслабиться реально. Указываются на недостатки, в том числе на мнение жителей, на, как говорится, жители могут высказать свои претензии. В том числе это происходит в соцсетях, в инстаграме главы. И мы стараемся незамедлительно реагировать на то или иное замечание. Вот. Поэтому, в принципе, вот я так вкратце довел, да, дальше уже слайды. Мы все это дело то же самое фотографируем, фотографии направляем в МинЖКХ. Здесь вот, кстати, я представил ранее, находится с нами Молодецкий Игорь Юрьевич, это человек, который занимается в Министерстве ЖКХ, курирует не понаслышке этот вопрос, да, он конкретно его курирует. И практически еженедельно, в ежедневном режиме, вот и сегодня он присутствует тоже с инспекцией в нашем городе, да, сейчас мы уже с утра проверили несколько адресов, и после вот мы выезжаем, опять же, по адресам, то есть Министерство ЖКХ, лично заместитель министра ЖКХ, Мельник Владимир Григорьевич лично приезжает, проверяет, лично министр приезжает, проверяет. То есть здесь, как говорится, никуда, шаг влево, шаг вправо считается победа. Вот. Поэтому программа, я считаю, очень правильная. Губернатор очень правильно выбрал именно тот приоритет, на который нужно сделать. Потому что подъезды, да, большинство подъездов, за исключением новых домов, находятся в удручающем, да, в плачевном состоянии. Ремонты не делались десятилетиями, в частности в нашем городе. Фонд ветхий. И к тому же, да, я уже, может быть, уже немножко в сторону отхожу, но обязан вам доложить, что программа эта подразумевает, как вы слышали, да, сейчас комплексное благоустройство дворовых территорий. Да, в нашем городе в этом году делают там порядка 34 дворовых территорий, и с обязательным именно ремонтом и подъездов, и лифтового оборудования, и дворовых территорий, и доступной среды, и так далее, и так далее. То есть все, что вот представитель Тихонрава 38/2, я знаю именно на себе лично, на своих жителях, у нее очень душа болит за свой дом, за свой двор, за свой подъезд. Поэтому я очень с трепетом отношусь к таким активным гражданам, да. То есть вы это все видите в реалии, что это реально осуществляется, и на самом деле число благодарных жителей с каждым днем растет, и их, оно измеряется просто в сотнях тысяч. Вот. И вот что я хотел в двух словах сказать. Дмитрий Владимирович Емельянов, который мой заместитель, да, вы все знаете, он непосредственно занимается подготовкой документов, приемкой и так далее, непосредственно ведет эту программу. Вот. Ну, если есть у вас, Дмитрий Владимирович, пожалуйста, пару слов, коротко доложите о своей работе. В настоящий момент в адрес управления ЖКХ поступило пакетов документов для выплаты из бюджета городского округа и бюджета областного от 7 организаций. На общую сумму выплаты порядка 5 миллионов рублей. То есть сейчас уже подписано постановление о выплате, и выплата должна произойти в понедельник, то есть желающие участие в программе ремонта подъезда ускорить процесс проведения работ Сейчас будет песня. Я не хочу, я думаю, я драться начну. Ну начни. А ее нет. А что ты ждешь? Начинай. На 18-й год у нас аналогичное количество подъездов запланировалось. Министерство уже провел общее собрание и представил в адрес своих управляющих компаний, либо с участием управляющих компаний провели это собрание, молодцы. Всем жителям города предлагаю поучаствовать в данных процедурах, провести общее собрание и включиться в эту программу на 18-й год.
Thank